Вот макушку сломала. Попала по улью. Евротуалет будет. По схрону проволоки можно вообще подумать, какой-то гулаг был. Всем привет! Всем привет. Так, аккуратно, да, она упала. Пока нас не было, в лесу был очень сильный ураган. Упала пихта. Как она только не упала к нам на избу. То есть рядышком вообще буквально ровненько. Вот макушку сломала. И вот так вот упала она. Очень удачно. Опасно? Опасно. Тут ветер как дунет хороший, тут на избу все может упасть. И упала вон дерево. То есть вот с корня она сломилась и упала. Вот если бы ветер был бы в другую сторону, наверняка бы попала по улью. Опасно. Такие ветровалы здесь. Пчелки летают. Погодка распогодилась наконец-то. Были дожди. Сильные недельные. А сейчас вот первый денечек майского денька. Плюс 20. Ну, ветрено сегодня. Ну ничего, нам это не помешает. Так что будем работать. Появились у нас клещи. Поэтому вот энцефалитный костюм только поможет предостеречь себя от укуса клеща. Сейчас вот заправляю в носки. Все. Есть клапан такой. Тоже его сейчас заправляю в штаны. И побрызгаю себя. Ну и Валерика тоже. От клещей. Вот на улице 20 градусов температура. Давайте сейчас снимаю обувь и покажу, сколько в избе. В избе прохладно очень, так прям даже приятно. А в избе 13 градусов. Вот. Что-то нормально все, что изба стоит. Не влажно, ничего, мышей нет. Все хорошо. Бензин с запасом. Грабли, вилы, лопаты, бензопила будем убирать, там валежник пилить рядом. Ту будем пилить, липу. Воду взяли, скоро родничок сделаем, будем оттуда же возить. Ну и продовольствие сегодня нам на день. Травы взял машины на обод раскидать. Ну такой сегодня денек запланированный. Поработать хорошо, прибраться, брать здесь, брать вот этот мусор, как я говорил в предыдущем ролике. Ну и все. Здесь прибраться. Короче, вообще везде. Вот. Блин, с липой-то, конечно, так неприятно, что она упала. Но хорошо, что она упала мимо избы. Ну, азики подцепим, тросом ее прямо все утащим куда-нибудь. Пускай там в лесу где-нибудь лежит.
На дрова пилить ее нет смысла, потому что что она тонкая. Пчелка спасем, наверное. Ветрище ужасное. Блин, лишь бы не на избу. Хоть куда, лишь бы не на избу. Ну и на пчел, конечно, не надо. Да. А вот елочка хорошая тут считается. Да, да. Она вот двойная, у нее эта макушка. Да, две макушки. И на таких елках обычно одна макушка всегда откалывается и падает. Ну вот, боимся мы всегда постоянно, вот, когда такие ветра поднимаются, что вот тут что-нибудь да упадет. Не дай бог, конечно. Да на избу тут еще, блин, достанется, если упадет. Вон пихта сломалась. Ну сейчас хоть пчелам тут хорошо летать будут, то она тут хорошо им закрывала. Здесь убрали мусор. Сейчас там будем. Ну и вот у нас так уже чисто становится. Берем там, потом вот эту сторону. И там уже за избушкой. Больно так. Чисто-чисто. Сейчас вот это будем убирать. Вот эти все сорняки. Вот эта мелиса растет. Надо пообламывать. И пчелы ругаются. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай. У нас перекус легкий. Сейчас поедим, чай попьем. Все равно круто. Не острый.
сейчас в такое время года очень удобно пользоваться плитой газа. Не надо топить печку, не надо топить казан. Зажег, раз, приготовил. Все. А так, если какое-то блюдо будет, ну, естественно, будем готовить в казане, либо в избе. Вот так. Раз, быстро все и дальше работать. Проволока. И это все вокруг избы. Раньше, видать, много, да, медведей здесь были. Блин, я не знаю, столько километров проволоки это здесь осталось. Сейчас вот дергаем ее УАЗиком. Приехали с охоты недавно. Так, время почти 10:30. Так, что? Топим избу, греем помещение и ложимся спать, отдыхать. На охоте сегодня так, можно сказать, без добычи. Вальштеп тянул, но тянул далеко, над березами. Поэтому не получилось добыть. Но это не важно. Так, ладно, давайте заходим в избу. Что, ну, располагаемся. Печка маленько дымит. В избушке прохладно, печь давно не топили. Маленько дым идет сюда. Сейчас пропьет и нормально будет. Пускай разгорается. Потом подброшу еще. «15 градусов, на улице 18 было. Печка все разожглась, тяга пошла. Это бывает, да, такое у кирпичных, когда не топишь их? Да, так и не только у кирпичных, у любых. Это то, что из-за чего? Сыро. Влага. Ну ничего, сейчас протопим. Нормально. У кирпичных больше. Я последний раз тут спал, так это по привычке натопил, короче, как зимой. Ну, нормально сейчас, быстро это разогревается помещение до 30 градусов. Потом спишь так же, как зимой. Это жарко. Да, Да, это я. Нынче будем это маток пробовать выводить. Специально вот с Китая купил. Туда иди. Это, как это называют? Клеточка, вот. А вот это шпатель поддевать. И что, они не выпадают, да, нормально? Да, они нормально. Также это, да, втыкается в раму. Да. Это я вот эти мисочки делал. Ты 10 штук их заказывал? Да. Все 10 штук там сейчас. Все 10 штук. Нам надо какой-то чем. Это что такое? Это вот мисочки, да. Воск полагаешь оттуда, да? Да, да. Какой-то этот сделать ящик под такую вот человеческую. Тот не прокатит уже черный, да? Тот чисто этот. Чисто ходить Да, не будет. да. А у нас чемоданы есть, можно их. Все я привозил, да? Там, да, у нас склад чемоданов. Вообще море, блин. Не знаю, я сегодня ни одного ключа не снял с себя. Я вчера не С одежды. одного, сегодня зато снял. Сегодня С на шеи. охоте, да. Не знаю, я сегодня по лесу ходил здесь, удивился, ни одного ключа, ничего нету. Собрали всех.
Не знаю. тебя нет, да? Не знаю, может сегодня жарко из-за жары, не знаю, из-за ветра. А так вот чуть в бок отойдешь куда-нибудь, все, клещ ползет. Поэтому вот энцефалитки носим. Вот. В избушке мы сколько? 2 недели здесь не были, да. По одной, что ли, будем ставить? Да, по одной. 5 штук. 2 недели не были, и вот снова сюда приехали. Все хорошо. Что-то я так обошел сегодня пару раз избу, посмотрел, да все нормально. Первая зима, да. Первая зима хорошо пройдена, протестирована изба. Ну, нынче как бы изъяны мы нашли. Будем еще подкаты доделывать. Ну здесь прохлада сейчас. Ну, здесь, Значит, избушка держит. да. Тепло. Да. Там разница сейчас наоборот пошла, на улице жарко. А здесь прохладно. Это всегда, когда на улице жарко, заходишь домой, вот в избу деревянную, там прохладно, прямо так кайфуешь. И вот, Душно, хорошо. да, и можно до того-то вот посидеть, что замерзнешь и пойдешь снова на улицу греться. Вот такая история. Мы нынче что, я думаю, сделаем подкаты перед конопатием вот эту сторону, вот тут вот, потому что тут зимой дуло. Пока мы снегом как бы не закидали, сюда, ну, чувствовалось, задувало. Не знаю. И заваленки сделаем. И заваленку сделаем, и пропеним хорошо, проконопатим. Туда, Там разберем вообще полностью. да, там разберем тоже. А там что мы сделаем? Законопатим тоже? Ну, там у нас вообще ничего нет. Ну, там щель, наверное. Вообще. Да не, что тут? Ты такая, типа. Нормально. Сделаем. С полом вот двойной все-таки надо было делать. Ну так, нет, изба прогреется, можно комфортно ходить. Но все равно с двойным будет потеплее было. Все равно печка высасывает, это нормально. Вот Да, да. Надо убрать просто оттуда это. Что? Щели, он с улицы сосет. А, то есть ты имеешь в виду это? Всё закрываешь, и он будет вообще высасывать. Ну да. Нормально. Проконопачено, ничего. Все хорошо. Тут еще сделать, срезать надо как-то. Не знаю, наверное, весной займемся, проконопатим. А этот слив что когда сделать? Слив, не знаю, как-нибудь. Сегодня пока убирались, меня уже пчела ужалила. Да. Прямо в бровь. Нормально. Вроде меня пухло. Ну, у меня тоже тут висок чуть-чуть так зацепило. Ну ничего, привыкшие. Полезно. Да. Началось, короче. Пчелы кусаться. Сейчас распогодилось, погодка хорошая намечается. К концу выходных там плюс 20. А то так, сколько? 2 недели дожди, да, были? Короче, ни пчелам не сходить, не съездить и вообще, в общем. Ну, холодно было. Мгм. Холодно, и дожди. Да. Вот. 2 недели не было, приезжаем. Дерево упало, пихта упала. Ладно, хоть не на избу и не на улья. А то было бы обидно. Лучшее время, чтобы поставить сетку на окно. От комаров спасены мы. Теперь они кусаются. 31 градус. Сейчас прибираемся. Нашли старый улей. И на нем надпись. Вот это вот я не пойму, не могу разобрать. А тут написано 1938 году. Это получается 83 года, что ли? Избе, этому месту. Ну, тут
по схрону проволоки можно вообще подумать, какой-то гулаг был. Зона заключения. 83 года этому месту. А избе тоже получается 83 что ли года. Тут убрались. Все скидали. Наверное, помните в начале ролика, что здесь было. Сейчас тут все хорошо. Убрано. Там все. Тут все убрали. На ролике, конечно, это будет быстро все. Но на самом деле мы потратили где-то 1,5 дня. Да? Угу. 1,5 дня ушло на уборку, очистки избушки. Очень большой труд был проделан. Постарались, потрудились хорошо. Надеюсь, все было не напрасно. Лайки. Оставьте. Туалет надо где-то поставить. Место выбрать. Будем делать туалет. Туалет будем делать не простой, как деревенские. Будем делать... Евро-туалет будет. Да, евро-туалет. Ну, в общем, будет хороший, красивый, комфортный туалет. Пока сохраним интригу, потом по ходу уже увидите. Поэтому, чтобы не пропустить этот момент, подписывайтесь обязательно. И дальше увидите ход строительства. Вот. Ну а мы продолжаем. Будем сейчас начинать думать, как и что. Начинать думать. Да. Начнем копать мы. Яму. Может, прокатим сейчас? Так что да, не будем думать, начнем уже копать. Все, погнали. Вот на этом месте будет туалет. А бочка это будет септик. То есть в следующий раз мы будем рыть яму и закапывать эту бочку. Бочки мы сделаем дно, берем, да, вырубим. И вот эта бочка будет основанием. Ну и будем начинать делать уже первый ряд. На этом будем прощаться. Спасибо, кто посмотрел наш ролик. Хочу попросить вас поставить лайк под это видео, подписаться еще, кто не подписан. Ну и вообще комментируйте, предлагайте что-нибудь. Всем пока, скоро увидимся. Всем пока.